Мы выехали за пределы Киева и направляемся в сторону Чернобыльской зоны отчуждения. Всем привет, с вами МШ. Будет интересно, оставайтесь. В программе экскурсии этого похода нас ждет посещение радиолокационной станции «Дуга», третьей очереди строительства Чернобыльской атомной электростанции, медсанчасть, которая находится в Припяти, которая принимала самая первая себя пострадавших после аварии. Ну и может еще чего там заглянем по пути. Теперь выглядит, конечно, круто, я согласен. Как всегда, я сомневаюсь, выйдет у нас что-нибудь или не выйдет, потому что, может быть, действительно я сниму еще 5 минут видео, и мы скажем ручки вверх патрулю, который нас обнаружит. На самом деле все довольно сложно, стало все намного сложнее. Прошлый наш поход в Припять закончился за несколько недель до начала событий на Майдане. Сейчас, 3 сентября 2014 года, вовсю полыхает, я не знаю, такая кровавая горящая точка на востоке Украины. Значит, отношение к русским соответствующее. Ну, конечно, я, в принципе, с ним не столкнулся, но накаленность, она чувствуется. И еще буквально за несколько дней перед нашим приездом одни не очень хорошие люди догадались вывесить флаг. Причем, насколько я понял, Советского Союза на той самой РЛС «Дуга». Таким образом, вохры, охрана Чернобыльской зоны отчуждения, сейчас очень крайне раздосадованы тем, что народ там ходит и делает такие нехорошие политические жесты. Поэтому ее усилили, и, в общем, то, что я туда еду, это, конечно, такой фарс, я даже не знаю, как это сказать. Но я не знаю, что из этого выйдет, реально. Будем надеяться, что все закончится хорошо. Я сниму для вас интересное видео, расскажу что-нибудь для вас новенькое или старенькое, но своими словами. Как оно получится, я не знаю. Пока что мы держим путь в сторону Иванкова, а там уже дальше будем разбираться. Да, я же еще забыл сказать. Поездка-то у нас будет на велосипедах. В этот раз мы идем не пешком, а на велосипедах, другим маршрутом. Ну и, соответственно, виды у нас тоже будут другие. Так что так. Это наушники Beats! Я их купил в магазине beats.ru. Они отличаются великолепным качеством и суперским дизайном. Кстати, beats.ru доставит эти наушники в любой город и огород России. А также только на beats.ru при покупке наушников вы можете получить несколько подарков. Пуэр, нож-визитка, наушники, капельки, колонка Beats Box Mini. В наличии все новые модели наушников, в том числе Beats Solo 2.0. Для постоянных покупателей и моих подписчиков предоставляется дополнительная скидка в 5%. Для ее получения при оформлении заказа нужно ввести слово «Happy». Солнце заходит, а мы под закатик едем в Чернобыльскую зону отчуждения. Вечно я еду то под рассветик, то под закатик. А иногда и ночью. Красивые, сочные цвета. Мне нравится. Из водителя я превратился в пассажира. Машину решили оставить подальше от зоны отчуждения, чтобы не привлекать к себе внимания. Мы вызвали грузовое такси, оперативно перегрузили велосипеды, вещи и стартовали. В свете событий на Украине было несколько боязно оставлять машину, но перед этим я провел несколько дней в Киеве и убедился, что обычные жители страны остались такими же гостеприимными и добродушными людьми. Конечно, был некоторый риск того, что в мое отсутствие мимо машины пройдет какой-нибудь русофоб-отморозок, но, как гласит поговорка, волков боятся в лес не ходить. Плюс у меня была активирована защита. Естественно, это шутка, но наличие этого флага меня реально несколько успокаивало. Мы ехали. Солнце зашло за горизонт, и наступающие сумерки усиливали странное чувство обреченности. Именно в эти моменты сильнее всего хочешь домой, а в голову лезет: зачем я все это затеял? Эти мысли предательски подтачивают твою уверенность в себе. И главное, не дать им разрастись. А сидя в машине пассажиром и ничего не делая, это очень трудно.
Я ехал, любовался закатом над зоной и думал, как оно будет дальше. Ну вот и все. Уехал наш единственный путь назад, в принципе. Конечно, у нас еще остались велосипеды, но тем не менее. Мы оставили тачку, пересели на микроавтобус и на микроавтобусе доехали уже до точки, где будем, которая находится рядом с нашим входом в зону. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы привести это в какой-то божеский вид, собрать велосипеды, нормально доупаковать рюкзаки. И, в принципе, мы ночью сейчас с выключенными фонарями среди радостных кабанов почешем к речке. Прошел битый час, у нас собраны велосипеды, почти собраны рюкзаки. Сейчас я вот так вот поярче. Вот так это все выглядит. На этом мы и поедем. Деревня, в которую мы приехали, граничит с зоной отчуждения. Через нее частенько ходят подобные мне люди, и местные жители прекрасно об этом знают и сообщают милиции. Поэтому наша задача – покинуть деревню, соблюдая полную тишину и светомаскировку. С одной стороны, нам помогает безоблачное небо с дополнительной опцией в виде луны. С другой стороны, большое количество деревьев затеняет пространство и становится практически ничего не видно. Хорошо, хоть дорога песчаная и хоть еле-еле, но видна в потемках. Мы на свой страх и риск гоним на велосипедах, в любую минуту норовя увязнуть в песке или наштрыкнуться глазом на ветку. Вдруг я слышу приглушенную ругань. У Сереги что-то случилось с велосипедом. Мы вынуждены остановиться. В слабом свете красного светодиода налобника я нахожу неисправность. Оборвался тросик заднего переключателя, в результате чего он встал в некое промежуточное положение, и цепь при нагрузке постоянно срывается со звездочек. Крутить педали просто невозможно. Быстро подкручиваю переключатель, разбираться с тросиком времени нет. Отлично, ехать можно, хоть и с трудом, конечно. Вперед! Наша задача на эту ночь – проникнуть в ЧСО и добраться до более-менее сохранившегося дома в одной из заброшенных деревень. Звучит все просто. А на деле вот что нас ждет. Мы выезжаем из деревни. За ней начинается Чернобыльская зона отчуждения. Как такового забора, ограждающего ее, уже давно нету. На дорогу просто повалено дерево. Вот и все обозначение периметра. Съемки, которые вы видите, я делал на обратном пути. Мы выходили под утро, поэтому была возможность отснять все нормально. Итак, мы огибаем дерево и едем дальше по дороге. Через несколько километров будет река. Параллельно ее берегу проходит маршрут объезда патрулями. Нам надо найти брод и пересечь реку, не нарвавшись при этом на эти самые патрули. Самая засада, что помимо патрулей на автомобилях, есть конная охрана, уйти от которой практически нереально. Лошадям-то все равно на бездорожье. После пересечения реки будет уже спокойней. Там брошенные неохраняемые поля. Пройдя по ним через некоторое расстояние, мы упремся еще в одну речку, которая больше на канаву смахивает. Форсируем ее. Наслаждаемся еще несколько километровой прогулкой по пояс в траве и с полными рюкзаками и оказываемся в деревне. В отличие от предыдущей поездки, где мы шли довольно редким маршрутом и могли позволить себе зайти днем, сейчас мы идем довольно известной дорогой. Известной не только нам, но и охране зоны. Поэтому приходится идти по темноте. А если и снимать, то с фонарем, что, как вы понимаете, категорически не рекомендуется. Поэтому пока что съемок будет немного. Ну что, ребят, мы пробираемся. В принципе, мы уже на охраняемой территории. Самая, наверное, проблема, что здесь есть конные патрули, которые в 3 часа ночи, в 4 утра, в 5, то есть все равно в любое время могут нас запалить. Мы сейчас идем по навигатору, по GPS, кэшированной карты и подходим к месту брода. В этот раз у меня задача немножечко проще или сложнее, я даже не знаю. Нас всего 3, из-за той компании, которая ходила в ноябре, только 1 человек, остальные не смогли. Но зато к нам присоединился товарищ из Днепропетровской области. Он здесь был уже несколько раз.
в том числе и на велосипедах, поэтому он знает, где броды и так далее. То есть, в этом плане проще. Если бы я шел как бы один, сам прорабатывал маршрут, естественно, мы бы шли все это, больше времени потратили. Вот сейчас мы находимся недалеко от реки, много травы, много всего. Продвигаемся дальше. Но где я сниму в следующий раз, я уже не знаю. А пока что вот трава, вот наш велосипед. Красный, на красном фоне. Такие дела. У нас сейчас фейл произошел. Мы, дай-ка вот так вот свечу. У меня сумка, в которой я тащу камеру и дозиметр. Когда мы в очередной раз смотрели, как нам пройти, оказалось на колесе. Я положил на колесо, только не своего велосипеда, И она зацепилась, за переключатель. И, камера, с дозиметром чуть медным тазом не поросли. Фух, вроде как снимаю, вроде как пишет. Кстати, сейчас измерим фон. 7. Так. Все, отлично. Тихая ясная ночь. Бесшумно и неторопливо несет свои воды река. Абсолютная тишина. Лишь изредка где-то плеснет рыба. Внезапно эту идиллию разрушает треск веток и шуршание травы. Из-за пригорка на берег вываливается запыхавшийся человек с навигатором в руке. Сверившись с картой, он удовлетворенно улыбается и возвращается назад, чтобы позвать остальных. Брод найден. Все собираются на маленьком клочке песчаного берега, и начинается процесс переправы. Когда приходится подолгу быть на одном месте, это несказанно напрягает. Ведь именно в такие моменты мы наиболее уязвимы. А тут пока разденешься, пока перетащишь пару заходов вещи. Да и абсолютно бесшумным быть не выходит. Единственное, что радовало меня, как жителя северо-запада, это невероятно теплая вода. Хоть и начало сентября, но она была прогрета, как у нас летом. Очень не хотелось вылезать, но задерживаться нельзя. Кстати, сама водица чистая в радиоактивном плане. Так как зона реального загрязнения начинается дальше, даже песок на дне не представлял никакой опасности. Местные рыбаки вполне ловят себе рыбку отсюда и живут спокойно. Мы переходим вброд, реку. Брод терпимый, но трусов не достает. Вода теплая. Таскаем вещи. Напарничек у меня хиленький, поэтому я еще за него сейчас потаскаю. Что поделаешь. Но вода очень приятная. Я сейчас выкуплюсь, но надо идти дальше. Вот так вот и развлекаемся. Привет, чувак. Но теперь уже я веду вперед, потому что дублируем GPS-ом компас. Вот. Такие вот дела. Главное в таких походах это взаимовыручка, ребята. Чтобы каждый мог положиться на каждого. Ну вот как-то так мы идем. Мы уже на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Впереди у нас километровый поход по полю, а потом еще переходить вброд речку. Причем ту самую речку, где мы с вами ломали плотину бобров. Травы по самой не балуй, а не балуй она высоко. Поэтому идти довольно весело. Серега не парится и несет велик на себе. Я существо ленивое, предпочитаю его катить. Точнее толкать. Вот такие вот дела. Такое вот развлечение на ночь глядя. А вам там хорошо, за мониторчиками, наверное, сейчас смотреть видос. Так. Бля, здесь еще склон, вообще. Да, я вижу, что он тру. Слушай, я сейчас буду, перетаскивать вещи. А мы их тебе будем передавать. Свои, Гошины и так далее. Серег, поможешь? Мне просто вещи дашь, я потаскаю туда-назад. Так. Я тоже. Что? Симфонию сыграл. Молодец.
Подожди, ты пока только с вещами, да? Да, я пока только с вещами. Окей. Опа, зеленая ограда. Где тут самая глубокая? Да вот здесь. Ага. Ясно. Ну ладно. Что ж поделаешь. Опа-па. А я на цыпочках пошел. Колкушки намочил. Незадача. Отлично, здесь низкий берег. Просто. Блин, знал бы, я к этому походу эти трусики танго купил бы себе. Нет. Ну так, чуть-чуть под это гуч чуть оросил. Давай. Ой. Опа. Опа. Неудобно его взял. У тех намочил. Так, ребят, вы там мой велосипед только это с сумкой не унесите. Че, взял? Блин, булочки намочилась. Так, Гош, теперь надо мой рюкзак мне подать. Могу ли я это сделать? Да, ты сможешь. Ты все сможешь. Я верю в тебя. Слушай, я представляю, как бы ты его тащил. Никак. Я просто себе что-нибудь надорвал, и все, мы уже никуда не шли. Ай. Ебаться, вот его рюкзак я тащил спокойно. Ясно. Да. Я всегда отличался умом и сообразительностью. Такую задницу залезть, да? Да. Да еще и с таким многотонным рюкзаком, ёграный бабай. Да ладно. Фигня, у меня левая сильная. В крайнем случае, если обосрусь, в воде незаметно будет. Сразу и помоюсь. Гош, справишься сам дальше? А? Справишься сам или тебя на руках вынести? Не, иди сюда. Блин, да ты меня с тебе... Рюкзак еще есть. Вообще, эротика и чернобыльская зона отчуждения не очень как-то подходит. Но, тем не менее. Ну, в общем, те, кто собираются в ЧЗО, покупайте стринги, блин, в вашу дивизию. Вот такие вот дела. Так вот развлекаемся. Лайк за труды, ё-моё. А вот сейчас становится веселее. Мы сейчас собираем вещи после переправы. И, в общем, рядом где-то завыли волки. В общем, вот это уже немножечко напрягает. Вот, ну ладно. А что делать-то? Не обратно же идти? Волки. Если главным животным предыдущего похода был безоговорочно признан кабан, то в этом году он отдал пальму первенства волкам. Они были везде. Пару раз довелось их даже увидеть вживую. К сожалению, на камеру не удалось заснять. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Мы шли от переправы. Слух уже давно привык к неровному треску травы, как вдруг внезапно рядом раздался волчий вой. Трудно передать наши эмоции, но стало страшно. Уехать прочь на велосипеде нереально, мешает высокая трава. Убегать. Добежать-то некуда, вокруг одно поле. Значит, в случае, если волки заинтересуются нами поближе, хуже уже не будет. Это нас успокоило, и разум к нам вполне возвратился. Я не охотник, не натуралист, и поведение этих животных не знаю. Вспоминаю азы. Волки зовутся санитарами леса. Они съедают слабых и отбившихся от стай. На улице сентябрь, самое начало. Еще тепло. Снега, естественно, нет. А значит, добыча должна быть и без нашего участия в качестве ужина. Эти мысли полностью успокаивают. Один черт ничего не изменишь. Оставаться на месте смысла нету, поэтому мы держим путь по прямой. Волчий вой нас преследует. Навскидку волк или их стая были на расстоянии нескольких сотен метров. Так мы и шли, до самой деревни, под аккомпанемент волчьего воя. Страшновато, но терпимо.
Мы на месте. Что нас сейчас тут ждало, по каким буреломам мы тут проходили, это лучше не рассказывать. В общем, вот такой вот дом, такая вот табличка. Фу. Не табличка, не надпись, которая встречает спутника, входящего сюда. Этот дом относится к приходу храма святого пророка Ильи города Чернобыль. Просьба не осквернять сего места община Свято-Ильинского монастыря. Ну, в общем, сталкер-тур опять все увековечивается. Уже заманали увековечиваться. В общем, ну ладно, это все мелочи. Вот такое вот пристанище. Намеренно не говорю, где находится, чтобы не засрали. Потому что, к сожалению, гопников нас хватает. Но, тем не менее, здесь мы можем получить отдохновение, немножечко прикорнуть, перекусить, даже при желании растопить печку. Видите, дом очень неплохо сохранился, стекла, все занавешено. Так что вот такие дела. Сейчас я еще пойду схожу за велосипедами. Мы тут их бросили метрах в 30-40 и покажу напоследок, через что мы вообще проходили. Это такая жесть была. Самое интересное, что здесь даже заготовлены дрова на зиму. Такие вот дела. А вот та жесть, тот трэш, среди которого мы, плюнув, просто оставили велосипеды и уже пошли пешком. То есть здесь крапива, малина выросли настолько плотным ковром, что он как защитное малозаметное препятствие периметров войсковых частей поднимается на высоту в метр и тщательно мешает пройти нормально. В общем, ребят, это 5-10 метров по этой фигне выматывают точно несколько килокалорий. Все, тащим велосипеды и идем жрать. Процесс доставания велосипеда. Это вообще... Да. Селки какие-то, блядь. Вот такие вот дела. Сейчас буду сам свой доставать, но мне не так все сложно. А у нас идиллия. Горят свечи, горит горелка, в которой сейчас кипятится для нас чаек. Мы затапливаем печку. В общем, сейчас будет вообще круто. Я даже немножечко подразделся, я такой ратишный. На самом деле, волки, которые выли, которые, к сожалению, их вой нельзя было передать так на камеру, это было далековато, но тем не менее мы это хорошо слышали. Они, такое чувство, что сопровождали нас где-то вдалеке. И сейчас, когда мы вошли в дом, в принципе, вой утих. Ну, и ладно, пусть так. С другой стороны, вой волков означает, что нету других людей. Поэтому есть волки, нету чопов. Нет волков, возможно, чопы. Ну, вот так вот в свете свечей выглядит мой мобильный разросшийся пункт подзаряда. Теперь это еще более по-трэшовому. То есть, рассказывая, то очень много вопросов возникает. Аккумулятор тяжелый, значит, аккумулятор 12 вольт, гнездо прикуривателя, в него вставлен в прикуриватель разветвитель для прикуривателя. Сейчас дайте-ка я вот так вот фонарь возьму. А в него уже воткнуто все, что хочешь. Допустим, зарядка USB-шная на 2 USB, зарядка для аккумуляторов, этих фонарных, и инвертор 220 вольт, чтобы заряжать мою камеру. Моя новая камера не позволяет заряжаться от USB, поэтому ей нужно 220 вольт, и блок питания я втыкаю в нее и заряжаю. Вот такие вот дела. Так что все продумано. Единственное, что, конечно, эти штуки весят адски много. Чай сладенький, горяченький и сухари. Это то, что идеально идет после такого адского перехода. Так что всем приятного аппетита, кто смотрит меня за компом и вкушает каких-нибудь ништяков. Ну и немножко покушав, перекусив, мы ложимся спать, потому что 3 часа ночи. Завтра нам предстоит провести весь день в этом домике, ибо днем ехать здесь немножечко стремновато, патрулей намного больше, чем по нашему предыдущему пути. Поэтому сейчас мы с вами попрощаемся до завтрашнего дня. Не забываем лайкать, не забываем подписываться на канал, не забываем репостить. С вами был МШ и компания. До следующего видео.